Египет в декабре. В декабре в Египте продолжается пляжный сезон. В это время тут светит солнце, но томящей духоты нет, что позволяет совершать длительные прогулки и наслаждаться местными красотами. Комфортная погода привлекает туристов сюда со всего мира. А какие действуют правила въезда, я вам рассказывала и показывала, ссылку оставлю в описании под этим видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. Египет принимает в декабре туристов со всех уголков планеты. Сюда едут, чтобы искупаться в теплой морской воде, познакомиться с достопримечательностями, прогуляться по магазинам. Погодные условия идеально подходят как для посещения пляжей, так и для экскурсионных прогулок. В среднем воздух в стране прогревается в декабре до 25 градусов, только к концу месяца станет прохладнее. Термометр опустится до 21 градуса. А вот ночью уже заметно холодает. Воздух остывает до 18 градусов, а иногда и ниже. Вода в море пригодна для купания, плюс 22-24, но вечерами уже становится прохладно, поэтому не откладывайте посещение пляжа на темное время суток. В декабре возникает вероятность осадков, но дожди непродолжительные, пройдет ливень и вновь выглянет солнце. А непогоду можно переждать в кафе и насладиться египетскими лакомствами. В начале месяца отмечается снижение туристического потока, людей гораздо меньше, путешественники приедут чуть позже, к Новому году. В связи с этим цены на экскурсии, сувенирную продукцию, развлечения снижаются. Декабрьское путешествие станет выгодным в экономическом плане. В первый месяц зимы в Египте организуют множество экскурсионных программ по пустыням. Для этого стоит подходящая погода. Погода по регионам. Хургада. Декабрь в Хургаде еще дарит теплые дни, которые можно провести на пляже. Термометр показывает плюс 20-24 градусов днем и плюс 15-20 ночью. Погода в основном солнечная. Дует довольно сильный ветер. Температура воды в начале декабря составляет 25-26 градусов, а потом постепенно опускается до 23-24 градусов. В теплую погоду можно проводить время на пляжах. Берег в Хургаде песчаный, дно чистое и ровное. Детям удобно заходить в воду даже без защитной обуви. Кораллы растут близко к берегу только на северных пляжах курорта. Пляжный отдых можно заменить походом в аквапарк. Хургада чуть уступает Шарм-эль-Шейху по красоте подводных миров, однако это могут заметить только опытные дайверы. В городе много дайвинг-центров, предлагающих курсы для новичков. Есть также возможность освоить снорклинг, плавание с маской и трубкой. Ну а ветер всегда в радость. Винд и кайтсерфером. Научиться катанию или взять на прокат оборудование можно в центрах виндсерфинга. Если из-за ветра не хочется загорать на пляже, в Хургаде можно провести время иначе. Побывать в парке миниатюр и в комплексе песчаных скульптур, совершить с детьми экскурсию на лодке с прозрачным дном, посетить дельфинарий и один из 2 аквариумов. Курорт часто критикуют за устаревшую отельную базу. Это повод более внимательно выбирать место отдыха. В Хургаде есть достаточно приличные 4- и 5-звездочные отели на первой линии с собственным пляжем и хорошим набором услуг для детей. Макади-Бэй. От Хургады до Макади 40 километров, потому прогноз погоды на курортах совпадает. Дневная температура плюс 20-24, ночная плюс 15-20 градусов. Облачных и пасмурных дней не больше 2 за декабрь. Ветер в Макади-Бэй чуть слабее. Температура воды плавно понижается с 25 градусов в начале до 23 градусов в конце декабря. Песчаные пляжи курорта прекрасно оборудованы, вход в море здесь пологий, кораллов у берега нет. Только на пляжах нескольких отелей нужна защитная обувь. От ветра приходится прятаться за специальными экранами. Это, пожалуй, единственное, что мешает приятному отдыху. Коралловый риф расположен не так уж далеко, и потому первые же погружения в Макади будут фантастическими. Начальный курс, в том числе рассчитанный на детей, можно пройти в центрах обучения. Также в начале зимы на курорте хорошие условия для винд- и кайтсерфинга. Важные достоинства курорта для семей с детьми – разнообразные развлечения. Именно здесь расположен мини-Египет-парк, парк песчаных скульптур, Сан-Сити и лучший аквапарк Египта. В семейных отелях тоже заботятся о досуге юных постояльцев.
В декабре, когда не все время вы будете проводить на пляже, желательно подобрать отель с мини-аквапарком, игровой площадкой, детской анимацией. Сафага. Сафага расположена на 60 километров южнее Хургады, но погода в декабре на обоих курортах одинаковая. Дневная температура от 20 до 24 градусов, ночью холодает до 15 градусов. Облачных дней очень мало. Примерно до середины декабря море сохраняет температуру плюс 25 градусов, потом вода остывает до 23 градусов. Песок на пляжах курорта, как считается, обладает лечебными свойствами. В теплые дни многие отдыхающие загорают прямо на песке. Нагретый песок используют и в оздоровительном центре Сафаги. Пляжи разных отелей не похожи друг на друга. Где-то дно чистое и море безопасное для детей. В других местах из-за кораллов у берега в воду приходится спускаться с понтона. Благодаря близкому расположению кораллового рифа Сафага попала в число хороших мест для дайвинга. В центрах обучения есть курсы для начинающих и опытных дайверов. Минус курорта – недостаток развлечения. На отдыхе с ребенком выручает наличие игровой площадки, детского бассейна и мини-клуба в отеле. Но всего в 30 километров Макади-Бей расположен прекрасный аквапарк, парк Мини-Египт, выставка песчаных скульптур и дельфинарий. Плюс Сафаги – возможность для бюджетного отдыха. Высокий уровень комфорта обеспечен в нескольких семейных четверках и пятерках. И, конечно же, Шарм-эль-Шейх. Начало зимы в Шарме такое же, как и на других курортах Египта. Дневная температура редко бывает выше 24 градусов, ночная держится на уровне плюс 15-20 градусов. Пасмурных дней можно не опасаться. Ветер здесь слабее, чем в Хургаде, однако есть места, где зимой очень ветрено и некомфортно. Среди таких бухта Наб. Температура моря в Шарме за месяц опускается с 25 до 23 градусов. Если вы не собираетесь купаться, то с детьми можно отдыхать на любом пляже курорта. Место для купания нужно выбирать тщательно. Из-за кораллов у берега отели строят понтоны и спускаться с них приходится там, где море уже имеет приличную глубину. Детские пляжи с чистым дном есть в районе Шарм-эль-Майя. Бухта Наб, где зимой дует сильный ветер, становится пристанищем для виндсерферов. А для некоторых туристов главная причина выбрать курорт Шарм-эль-Шейх – потрясающие места для дайвинга. Лучшим дайв-спортом считается национальный парк Рас-Мохаммед, хотя не обязательно уезжать так далеко от города, чтобы увидеть богатую фауну Красного моря. Для отдыха с ребенком Шарм тоже подходит. Здесь 3 крупных аквапарка: Аквапарк Сити, Клео парк, аквапарк при отеле Паратель, аквапарк Резорт. Есть дельфинарий, многие отели ориентированы на отдых с детьми. Советы. Покупая туры в Египет в декабре, стоит отдавать себе отчет в том, что день в это время становится гораздо короче. В 16:00 начинает темнеть, и делается это не постепенно, а стремительно. Вот было светло, и вы купались в море, как вдруг наступила ночь. Однако это не повод для огорчения. Многочисленные кафе и рестораны, клубы и концертные площадки не дадут вам заскучать. После захода солнца можно искупаться в крытом бассейне, принять спа-процедуру, отправиться в город за новыми развлечениями, покупками и впечатлениями. В декабре будет легко простудиться при выходе из моря. Несмотря на то, что вода в море теплая, на берегу вас встретит свежий прохладный ветер. Возьмите с собой большое полотенце или халат для того, чтобы закутаться в них и не простудиться. Вечерами нужно будет одеваться потеплее, погода в декабре переменчива. Сегодня вечер будет теплым и можно гулять в футболке, а завтра придется надеть закрытую обувь, утепленную куртку и джинсы. Если вы решили отдохнуть в Шарм-эль-Шейхе, выбирайте отели в бухтах. Там нет ветра, можно спокойно плавать и загорать. Отличная, комфортная погода практически всегда на Наама-Бей, бухте Эль-Майя. В Красном море придется купаться в специальной обуви для того, чтобы не поранить ноги о кораллы. После захода солнца в море купаться опасно. Из своих убежищ выползают морские обитатели, некоторые из них смертельно опасны. Вывозить из Египта горсть земли, по которой ступала нога Клеопатры, раковины и камни запрещено. Наказание – существенный штраф, который испортит общее впечатление, причем по вашей вине.
Если выбирать место для прогулок и экскурсий, то стоит предпочесть наземные путешествия морским. На яхтах, катамаранах, каноэ стоит кататься только безветренным днем.